Представьте, вы строите что-то, равного чему нет на Земле. Многотонные колонны, тысячи людей, десятилетия труда, самое священное место в мире за 6000 лет до Стоунхенджа, за 8000 лет до египетских пирамид. А потом вы засыпаете его землей. Намеренно, слой за слоем. Кости, черепки, кремниевые орудия. Все вместе, прямо поверх колонн, которые ваши же руки и ставили. Гёбекли Тепе. Ему 12 тысяч лет, и кто-то однажды принял решение его похоронить. Вопрос не в том, было ли это обычным запустением. Нет, вопрос в другом. Зачем? Когда в 1994 году немецкий археолог Клаус Шмидт начал раскопки на горе Карадак в юго-восточной Турции, он ожидал найти средневековое кладбище. Местные крестьяне давно замечали на холме странные камни и думали, что это надгробия. Средневековых надгробий не оказалось. Вместо этого под несколькими метрами спрессованного грунта обнаружились Т-образные колонны, антропоморфные. Некоторые исследователи считают, что они изображают стилизованных богов или духов, покрытые рельефами животных. Некоторые весят по 20 тонн, и им 12 тысяч лет. Это меняет все, что мы думали о так называемом доисторическом человеке. Гёбекли Тепе возведен охотниками-собирателями, людьми, у которых не было ни государства, ни письменности, ни, по старым учебникам, достаточной социальной организации для монументального строительства. Оказалось, была. Но дело не только в колоннах. Дело в том, что лежало между ними и над ними. Первое, что сделали геологи на раскопках, исключили естественное происхождение засыпки. Природный нанос выглядит иначе. Он слоистый, несет следы водной эрозии, накапливается постепенно и неравномерно. Здесь совершенно другая картина. Каждый слой плотный, однородный, и в них материал, которого там быть не должно, если бы место просто бросили. Тысячи фрагментов кремниевых орудий, скребки, наконечники, отщепы, обломки известняковых сосудов и кости животных. Зооархеологи проанализировали состав. Дикие газели, туры, кабаны, журавли. Это меню охотничьих пиров в промышленных масштабах. Подсчеты показывают, что только для одного ритуального сезона здесь требовалось забить несколько сотен крупных животных. Это не случайная трапеза охотников, проходивших мимо. Это организованный межплеменной пир. Кто-то координировал снабжение, распределение, подготовку, кто-то имел власть собрать столько людей в одном месте. Отдельная деталь – плотность материала. В случайно заброшенном месте артефакты лежат там, где их оставили, неравномерно и случайным образом. В Гёбекли Тепе засыпка насыщена равномерно, как будто ее принесли специально и уложили. Еще одна деталь. Среди костей в засыпке практически нет следов хищников. Если бы место просто бросили, туда пришли бы животные, погрызли, перемешали. Этого не произошло. Засыпка шла контролируемо. И последнее, что важно, засыпка происходила не за один раз. Это была серия актов, растянувшаяся, по всей видимости, на несколько поколений. Разные постройки засыпались последовательно. Сначала третий слой, древнейший, около 9500 лет до нашей эры. Потом второй слой. Кто-то возвращался снова и снова, чтобы засыпать еще. Это не катастрофа и не внезапное бегство. Это процесс осознанный, повторяющийся, растянутый во времени. И у каждого такого процесса есть причина. Клаус Шмидт провел в Гёбекли Тепе 2 десятилетия. Он умер в 2014 году, так и не завершив работы. К тому моменту было вскрыто около 5% площади комплекса. Подумайте об этой цифре. 30 лет работы, лучшие специалисты, современное оборудование и всего 5%. Но свою позицию по поводу засыпки Шмидт сформулировал ясно. Он называл это ритуальным закрытием. Его аргумент строился на нескольких наблюдениях. Первое. Содержимое засыпки. Не бытовой мусор. Кости не просто выброшены, они принесены. Орудия не просто потеряны, они уложены. Характер материала указывает на то, что люди относились к засыпке как к ритуальному акту, требующему определенного набора предметов. Второе. В традиционных обществах закрытие сакрального пространства – известная практика. Место не уничтожается, оно консервируется, переходит в другое состояние, становится недоступным, но не исчезает. Шмидт проводил параллель с
погребальной практикой. Когда умирает человек высокого статуса, его хоронят с вещами, которые были частью его жизни. Если умирал сакральный цикл, место, связанное с определенным культом, с определенным временем, его тоже надо было похоронить с правильным инвентарем. Артефакты в засыпке – это погребальный инвентарь места. Шмидт также указывал на то, что можно назвать архитектурой намерения. Когда место просто бросают, природные процессы делают свое, кровля разрушается, стены падают внутрь, в Гёбекли-Тепе колонны стоят. Стены сохранили форму. Это произошло именно потому, что засыпка была плотной и равномерной. Она работала как защитный кокон. Ее качество само по себе говорит о намерении. Если хочешь что-то уничтожить, разрушаешь. Если хочешь сохранить, прячешь в землю. Засыпка Гёбекли-Тепе – это сокрытие. А сокрытие предполагает, что то, что спрятано, ценно. Шмидт никогда не утверждал, что знает наверняка почему. Он говорил, то, как это сделано, не похоже на случайность или запустение. Это выглядит как намерение, осознанное действие людей, которые понимали, что делают. Но один исследователь, уже после Шмидта, задал неудобный вопрос. Везде ли в Гёбекли-Тепе закапывали одинаково? И ответ на этот вопрос меняет то, где именно нужно искать разгадку. Леклер из немецкого археологического института работал с материалами Гёбекли-Тепе после смерти Шмидта. Его вклад – не опровержение теории ритуального закрытия. Это важное уточнение, которое делает загадку одновременно более сложной и более конкретной. Клер обратил внимание, степень намеренности засыпки варьируется в зависимости от конкретной постройки. Одни ограждения, особенно в третьем слое, самом древнем и монументальном, засыпаны с явными признаками ритуального акта. Материал уложен структурированно, есть следы повторных визитов, признаки того, что люди контролировали процесс. Другие постройки, особенно в более позднем втором слое, показывают иную картину. Засыпка там менее упорядоченная, более похожа на постепенное запустение, за которым в какой-то момент последовало финальное заполнение. Что это означает? Не то, что Шмидт ошибался, а то, что картина неоднородна. Ритуальное закрытие, возможно, применялось избирательно к самым важным, самым старым постройкам, а более поздние структуры просто перестали использовать и в конце концов тоже засыпали, но уже без той же степени церемониальности. Это разграничение принципиально важно, оно сужает пространство загадки. Вопрос «зачем» стоит в полную силу именно там, где засыпка явно намеренная. Именно там следы осознанного решения. Именно там нужно искать ответ. Вот 4 версии этого ответа. Каждая реальная, каждая поддержана данными, ни одна пока не победила. Но каждая открывает свою версию того, что значило это прощание. Первая гипотеза, самая консервативная и при этом наиболее хорошо поддержанная. Священные места, по мнению ряда исследователей, имели собственные жизненные циклы. Место открывалось для определенного ритуального периода. Когда период завершался, место закрывалось. Не навсегда в нашем понимании, но завершенно в ритуальном. Оно переходило в иное состояние. Такая практика зафиксирована в нескольких культурах. Майяские города в определенные периоды ритуально закрывали конкретные постройки, замуровывали входы, укладывали внутрь подношения, строили новые уровни поверх старых. Египетские гробницы запечатывались с инвентарем. Не потому что хотели забыть, а потому что завершали цикл. В контексте Гёбекли-Тепе каждый большой ритуальный цикл – сезон охоты, ежегодный сбор племен, определенная фаза астрального календаря заканчивался закрытием пространства. Засыпка была частью ритуала, артефакты в ней – подношения. Кости перов – последний пир перед сном места. Важно понять, в этой системе мировоззрения закрыть место значит не уничтожить, а сохранить. Земля не прячет, земля хранит. Именно поэтому предки важны. Они в земле, и их сила продолжает действовать оттуда. Положить что-то в землю не значит выбросить. Это скорее перемещение в другой регистр существования. Есть и еще один аспект. Некоторые исследователи указывают, что засыпка могла быть не только закрытием, но и трансформацией. Место не умирало, а переходило в состояние семени, как зерно в земле, потенциальное, но не исчезнувшее. Возможно, предполагалось, что его прорастание произойдет в другом месте, в другом поколении, в другой форме. Эта гипотеза объясняет структурированность засыпки, ее повторяемость, качество материала. Она не объясняет одного, почему закрытие было окончательным. Если место закрывается циклически, оно должно открываться снова. Гёбекли-Тепе больше не открыли. Почему?
Вторая гипотеза, и, пожалуй, самая интригующая. Примерно около 10 тысяч лет до нашей эры на Ближнем Востоке начинается неолитическая революция. Люди переходят от охоты к земледелию. Это не просто технологический сдвиг, это смена мировоззрения. Охотничье общество строится вокруг одних ценностей: дикая природа, животные, непредсказуемость, слияние с миром зверей. Земледельческое вокруг других, цикл посева, накопление, оседлость, контроль над природой. Посмотрите на колонны Гёбекли-Тепе, что на них изображено: лисы, змеи, кабаны, журавли, хищники. Это пантеон охотников, мифологический словарь людей, чья жизнь зависела от дикого зверя. В земледельческом мире этот словарь устаревает. Когда твоя судьба зависит от дождя и посева, тебе нужны другие боги. Боги плодородия, цикла, оседлости. И если религия менялась вместе с экономикой, а в архаических обществах они неотделимы, старые боги должны были умереть, а умершим богам нужна могила. Есть параллель в Месоамерике. Когда ацтеки завоевывали новые племена, они не просто побеждали их вождей, они захватывали их богов. Статуи богов побежденных помещались в специальное хранилище. Как пленники, старый культ не уничтожался, он консервировался под контролем нового. Может быть, нечто похожее произошло в Гёбекли-Тепе. Не уничтожение охотничьих богов, а их упокоение. С уважением, но окончательное. Это особенно убедительно, потому что хронологически совпадает. Засыпка Гёбекли-Тепе датируется примерно тем же периодом, что и начало земледелия в регионе. Случайность или следствие? И есть еще один момент, который редко упоминают. Переход к земледелию не был повсеместным и мгновенным. Это долгий, неоднородный процесс, в котором охотники и первые земледельцы существовали бок о бок на протяжении поколений. Возможно, именно это пограничное время, когда старый мир еще жив, но новый уже виден, и породила необходимость ритуально разграничить их, похоронить прошлое именно для того, чтобы будущее стало возможным. Однако в 35 километрах от Гёбекли-Тепе находится Карахан-Тепе. Раскопки там начались в 2019 году. Уже первые сезоны показали поразительные параллели. Те же Т-образные колонны, та же символика, те же следы ритуальной деятельности. Карахан-Тепе моложе. Он как будто продолжает традицию, но в другом месте. Третья гипотеза. Засыпка Гёбекли-Тепе была сознательным актом перед переносом сакрального центра. Логика понятна. Нельзя просто уйти из священного места. Его нужно правильно завершить, запечатать, обезопасить от случайного осквернения. И только потом открыть новое пространство. В этой версии засыпка не смерть Гёбекли-Тепе. Это его правильное завершение, ритуальный выход, после которого начинается что-то новое. Есть деталь, которая делает эту гипотезу интереснее. В Карахан-Тепе обнаружили постройки с человеческими черепами, вмонтированными в столбы. В Гёбекли-Тепе тоже найдены следы особого обращения с черепами. Это указывает на связанную традицию, не идентичную, но явно родственную. Если это одна традиция, перенесенная в новое место, тогда засыпка Гёбекли-Тепе, возможно, была не похоронами, а передачей эстафеты. Эта гипотеза пока имеет наименьшую доказательную базу просто потому, что Карахан-Тепе раскопан в самом начале, но географически и хронологически правдоподобно. Четвертая гипотеза, самая тревожная. Что если место засыпали не потому, что оно завершило свой цикл, а потому, что ему угрожала опасность? Климатические данные того периода фиксируют несколько эпизодов резкого похолодания и засухи на Ближнем Востоке. Эти события могли вызвать масштабное перемещение населения, распад социальных групп и исчезновение общин, которые поддерживали Гёбекли-Тепе. Подумайте о том, сколько сил требовалось для поддержания этого места. Его строили не живущие рядом. Ближайшие поселения той эпохи находились в нескольких десятках километров. Это был объект паломничества, межплеменной центр. Тысячи людей должны были регулярно собираться, приносить еду, участвовать в ритуалах, поддерживать структуры в рабочем состоянии. Если социальная сеть, которая держала это место живым, распалась из-за климата, конфликта или постепенного изменения образа жизни, оставшиеся могли принять решение не бросать место на произвол судьбы, а укрыть его, спрятать от чужих, от стихии, от забвения. Мы вернемся, как бы говорит засыпка. Только они, судя по всему,
не вернулись. Эта версия объясняет то, что другие объясняют хуже – качество самой засыпки. Если ты просто символически закрываешь цикл, достаточно формального жеста. Но если ты прячешь что-то ценное с расчетом на возвращение, ты стараешься, слой за слоем, плотно, тщательно, 4 версии. И вот что важно, они не исключают друг друга, но ни одна пока не победила. Что это говорит нам о состоянии науки и о самом месте? Сегодня в научном сообществе нет консенсуса по вопросу о засыпке Göbekli-Tepe. Это не значит, что ученые в тупике. Это значит, что имеющихся данных пока недостаточно для того, чтобы одна версия убедительно вытеснила остальные. Это нормальное состояние активной науки. Ритуальное закрытие наиболее хорошо поддержано структурой засыпки, но не объясняет ее окончательность. Теологический сдвиг убедителен хронологически, но прямые доказательства смены культа отсутствуют. Перенос в Карахан-Тепе географически правдоподобен, но сам Карахан-Тепе раскопан в начале. Консервация под угрозой объясняет качество засыпки, но климатическая корреляция не доказывает причинно-следственную связь. И самое важное, эти гипотезы не являются взаимоисключающими. Ритуальное закрытие могло произойти именно потому, что начался теологический сдвиг, которому поспособствовал климатический стресс, после которого центр переехал в Карахан-Тепе. Все 4 мотива могли действовать одновременно, как слои засыпки один поверх другого. Один из исследователей описал ситуацию так. У нас есть улика, тело. Мы знаем, что это не несчастный случай, но мотив неизвестен. И у нас нет ни свидетелей, ни письменных показаний, только следы. Раскопано около 5% Göbekli-Tepe. Ответ, возможно, уже находится под землей. Буквально. В еще не вскрытых слоях, в еще не найденных постройках. С каждым сезоном картина меняется. В Карахан-Тепе последние годы находят постройки с элементами, которых не было в Göbekli-Tepe. Это либо развитие традиции, либо принципиально другой культ. Ответ на этот вопрос изменит понимание связи между двумя местами, а значит и правдоподобность каждой из 4 гипотез. Это не слабость науки, это ее живость. Göbekli-Tepe – не закрытый вопрос в учебнике. Это активная исследовательская программа, которая каждые несколько лет меняет картину. Есть соблазн, и мы все его чувствуем. Выбрать одну гипотезу и сказать «вот оно, вот ответ». Мозг любит закрытые гештальты. Открытые вопросы причиняют легкий дискомфорт. Но именно этот дискомфорт и есть честная позиция по отношению к 12 тысячам лет молчания. Люди 12 тысяч лет назад не просто строили, они создавали смысл. У них была теология, была символика, было представление о том, что места бывают живыми и что они могут умирать. И когда пришло время, они не бросили это место, они его проводили. Как именно, мы не знаем. Почему именно, мы не знаем. Но кто-то встал над этими колоннами, посмотрел на них в последний раз и начал засыпать. Это действие было трудоемким. Оно требовало усилий многих людей на протяжении, возможно, нескольких поколений. Оно было дорогостоящим в любом смысле этого слова. И для тех, кто его совершал, оно было правильным, может быть, единственно возможным. Мы смотрим на Göbekli-Tepe через 120 веков. Мы задаем вопросы людям, которых нет 12 тысяч лет. Людям, у которых не было письменности, не было государства, но у которых было что-то настолько важное, что они потратили огромные ресурсы на то, чтобы с этим правильно попрощаться. Что именно, это вопрос, на который честный ответ пока звучит так. Мы не знаем. И именно поэтому раскопки продолжаются. Есть что-то освобождающее в этом ответе, потому что мы не знаем. Это не конец разговора, это его начало. Каждое поколение археологов задает этот вопрос заново, с новыми инструментами, с новыми данными, с новым пониманием. И каждый раз получает чуть более полную картину. Göbekli-Tepe подождал 12 тысяч лет. Он подождет еще. А если вы хотите узнать, как похожие вопросы возникают уже вокруг Великой Китайской стены, посмотрите этот выпуск. Там все начинается с простой детали, которая вдруг ломает привычную версию.